Сколько сейчас производственных площадей в плане зданий и какая их квадратура? Небольшая команда из 5 человек. Насколько это производство идет в ногу со временем? Какой уровень? Делаем имитацию работы. Данное транспортное средство сделано руками, По сути же это 3D-модель. начиная от каркаса, ходовой части, салона вот этого, пластиковых облицовок, экстерьера, интерьера. Извиняюсь за мой английский. Как обстоят дела с потенциальной масштабируемостью в целом? 3 3D принтера. Какое программное обеспечение? Что используете? Чертеж в формате PDF. Не первый раз это вижу, но каждый раз это впечатляет на самом деле. Алексей, я очень давно вас знаю. Вы с 2015 года в компании. Хотелось бы услышать от вас, с чего все начиналось? Вот вкратце историю. Когда я пришел в компанию в августе 2015 года, как раз компания переехала в бизнес-центр «Титан» на проспекте Дзержинского. Команда из 5 человек находилась в подвальном помещении данного бизнес-центра, занимались изготовлением масштабных моделей транспортных средств, транспортных систем. В процессе развития Анатолий Эдуардович поставил задачу по расширению производственных мощностей, потому что надо было выходить на изготовление непосредственно транспортных средств в натуральную величину. И в первой половине 2016 года, точнее в первом квартале, мы нашли данную производственную площадку площадью примерно 1000 квадратных метров. За это время производство у нас разрослось. Сколько сейчас производственных площадей в плане зданий и какая их квадратура? Чуть больше 7000 квадратных метров. Из них 4000 – это производственные площади непосредственно под оборудование, цеха сборки. Алексей, насколько данное производство отвечает современным требованиям в принципе? Да? Насколько это производство идет в ногу со временем, я бы так спросил? Мы стараемся оснастить производство оборудованием по последнему слову современной техники. Следим постоянно за мировыми новинками, посещаем различные выставки, хотя сейчас при пандемии некоторые страны закрыты и выставки отменены, но стараемся следить и онлайн, и офлайн за достижением в области технологий и в области обрабатывающего оборудования. Какие работы могут выполняться и какие работы выполняются на базе данного производства и как обстоят дела с потенциальной масштабируемостью в целом? Мы имеем компетенции оборудования в области сварки, резки металлов, раскроя лазерного, и оборудование у нас самое современное. Работают профессиональные сварщики, которые мы с большим трудом ищем не только в Минском регионе, но и привлекаем со всей Беларуси. Также у нас компетенции и оборудование по металлообработке. У нас представлено 6 обрабатывающих центров. Один станок не имеет аналогов на территории Республики Беларусь. Компетенции в области изготовления пластиковых деталей, интерьер, экстерьер, в области электроники и электрики, силовых компонентов. Мы сами изготавливаем электропривод, батареи, инверторы. Имеем оборудование, позволяющее испытывать данные системы. У нас есть уже 3 3D принтера, на которых мы частично изготавливаем детали по экстерьеру и интерьеру салонов. Есть компетенции в области литья различных полимерных изделий. У нас очень развита кооперация с другими предприятиями Республики Беларусь и Российской Федерации, которая позволяет закрывать те вопросы, которого у нас нет на собственном производстве. То есть первые заказы и проекты мы здесь в состоянии закрыть на этих площадях. Конечно, нам придется набрать людей на 2-ю, 3-ю смену закрыть, но нам хватит компетенций для того, чтобы осуществить переход на серийное производство.
очень качественные материалы и очень удобно сидеть. Здесь комфортно. И я даже вот смотрю, насколько можно здесь регулировать эргономику сидений. Очень приятно. Это транспортное средство было показано на выставке в Берлине на Иннотрансе. Такое же транспортное средство без салона находится в Мариной горке. Оно движется по жесткой путевой структуре, загружено балластом, который позволяет имитировать полную нагрузку на транспортное средство. В таком режиме производятся испытания. Действительно, современное производство, максимальный уровень компетенции и действительно идете в ногу со временем, даже чуть-чуть вперед в будущее. Какое программное обеспечение? Что используете? Мы переходим к бесчертежным технологиям, поэтому вся группа компаний «Струнные технологии» работает на платформе всемирно известной фирмы Dassault Systems, 3D Experience и со всеми продуктами, которые она предлагает, начиная от разработки конструкторской документации, технической документации, технологической документации и постановки продукции на производство. Это 3D-модель, которая позволяет в том числе образмеривать, все размеры выводить. Можно вывести и чертеж в формате PDF, но всегда понятнее, когда у тебя есть 3D-визуализация, и ты можешь до мелочей просмотреть, определить последовательность сборки узла. Здесь вот сейчас вы видите мотор-колеса изготовления 2017 года. Транспортное средство 14-местный Unibus 210. Проводится испытание на полный износ. Соответственно, мы время от времени забираем его с экотехнопарка, разбираем практически до винтика ходовую часть. Конструктора с инженерами смотрят износ всех элементов механизмов. Также вносят небольшие корректировки в конструкторскую документацию, где-то какие-то доработки. Мы воплощаем данные доработки в жизнь и, соответственно, собираем снова и вывозим в экотехнопарк для того, чтобы продолжить данные испытания. Транспортные средства должны работать долгие годы, безотказно. Одним из важных узлов в транспортных средствах являются двери и привод данных дверей. На этом стенде имитируется несколько десятков тысяч циклов. После испытаний данный стенд разбирается, смотрится износ отдельных узлов, элементов узлов. После изучения данной информации конструктора, возможно, в некоторые узлы вносят какие-то доработки. Мы опять с этими доработками собираем и запускаем цикл испытаний повторно, испытываем данные двери на отказ. А что дает возможность обеспечивать такой высокий уровень труда? Это поддержка наших учредителей и руководства, которые вкладываются в развитие как средствами, так и различными моральными, материальными благами, в том числе организация для сотрудников зон отдыха, зон спортивных каких-то развлечений. Также коллектив строится и на том, что помимо работы мы все можем хорошо отдохнуть и проводим определенные мероприятия, праздники. Люди держатся за эту работу и стремятся к реализации проекта. Алексей, спасибо вам огромное за то, что Спасибо, нашли Денис, время благодарю. и уделили нам внимание, рассказали нам об этом.